Привет всем моим звездочкам! В первую очередь я поздравляю всех армий с камбэком! Я уже, как вы поняли, посмотрела весь клип Fake Love 4 раза, постоянно стопая, рассматривая. Я решила полную реакцию, как и в прошлый раз по клипу Тэхёна, выложить ее во ВКонтакте, поэтому ссылочка будет в описании, полную реакцию, всю целиком вы сможете посмотреть. Люди, это так круто снято! Боже, Харио, гляньте, Тэхён, какой красивый был только что! Боже, как красиво! И аж мурашки! Мне кажется, они все просто нереально красивые. Когда я смотрела клип, конечно же, я не смотрела субтитры, я их даже не включала, не переводила, ничего. Я просто смотрела, наслаждалась картинкой. Меня захватывали вот эти вот все эпичные моменты, эпичные мальчики, которые в некоторых местах, ну, настолько невероятно красивые. Нет, ну, вот они всегда красивые, в общем, как их не снимай, да, но в некоторые моменты они настолько эффектно появляются. Я в своей реакции там немножечко уже рассказала подробнее о каждом из мальчиков, именно свои первые впечатления, но все равно, кто не пойдет смотреть, я здесь коротко скажу, что Тэхёна, там, где он такой весь в ремешках, вдруг из темноты, да, где они танцуют, появляется, я такая аж вау, думаю, ничего себе. Чиминка, витаминка постоянно где-то выныривал в хореографии так неожиданно. Откуда ты берешься такой красивый Чимин? Момент с Джином. Хотела отдельно сказать, я когда смотрела во время реакции, я не совсем поняла, что произошло, ну то есть я поняла, что куски всего летели и все летело на Джина, и мне показалось, что он просто закрывается, но при просмотре повторном клипа я уже увидела, что он закрывает цветок. Опупенный был у нас шугарик с барашками на голове. В момент, где происходит вот этот фаер в комнате, он так улыбается, и эта улыбка мне очень не понравилась. Чимина, где вот этот вот поток в комнату льется, и у него так, знаете, вздымается немножко рубашка. Вероятнее всего, все это была графика, но это сделано настолько реалистично, что... Окей, сникерсы в комнате у Джей Хоупа, и вообще Джей Хоуп в этой комнате напичканной детскими игрушками, такими, знаете, еще старыми, как будто это вообще в комнате собрано что-то из парка развлечений. И, конечно же, это все, как мы уже поняли, связано с фильмами прошлыми, которые на Винс были сняты, и причем то, что было раньше, все это взаимосвязано. Намджуна. Я уже говорила о своей реакции, кто увидит еще раз это. Он мне напомнил по стилистике, по своему образу, что-то такое похожее на Blood, Sweat and Tears. Кроме того момента, где он появляется в зеркале в желтой рубашке, он там совсем, я даже не поняла, что это. Что это за такой Намджун? Чонгуки. Давайте я про Чонгуки скажу. Конечно, вот эти моменты, где у него постоянно подпрыгивала рубашка, а потом он ее еще и так подпрыгивать помогал ей себе. А где он ходит по этому дому в некоторых моментах, но он такой ребенок. Знаете, прям показывают, вот прям как будто бы акцент делают на том, что он макнешечка. Какая-то основа мне ясна, что рушится то, что было до, или наоборот усугубляется. Мне показалось, что парни как будто бы заперты, да, в определенных своих локациях, связанных непосредственно с ними. Например, у Намджуна были вот эти контейнеры, которые, ну как там... Локации каждого мальчика, они свои обособленные, и они как будто бы закрыты, знаете, как будто они находятся в полном заключении своих каких-то эмоций, мыслей, проблем, страхов и всего остального. Отличается от всех Чонгук, потому что он путешествует по этому дому, и кажется, что он единственный свободный и может наблюдать за всеми ребятами, подсматривать, да, за ними кто, где, как. Но
но вместе с тем было вот такое ощущение, что он как узник, да, этих всех коридоров, этих всех щелей, где он там лазил и где он подсматривал, то есть он своего рода тоже был как узник этого состояния своего блуждающего. Попадает в ту комнату разрушенную, где был Джин с цветком, и именно там стоит вот этот крендель в белой маске. Песок имеет определенное значение, надписи на одежде у ребят какие-то зачеркнуты, какие-то заклеенные, миррор, зеркало, да, на Чонгуке. Еще мне очень понравился момент, где по лирике поется про зеркало этим Хосечкой нашим, и в хореографии, по-моему, с Чонгуком, ну, в общем, это не важно, они показывают, как будто это зеркало, это было настолько круто снято, что во время реакции вы даже сможете, наверное, кто посмотрит, увидеть, что я реально подумала сначала, что это зеркало. Еще хотела сказать, знаете что, момент в конце с разъединением рук, вот этот вот на фоне, да, было понятно, что это статуя рукастая, она неспроста там вообще, BTS ничего не бывает неспроста, но на ней был такой огромный акцент еще в тизерах, что я поняла, что там прям чуть ли не весь смысл кроется в этих всех статуях. И в конце, когда они разъединяют руки, вроде как они объединяются, и вот эта вот последняя связь, она разрывается, я вспомнила Дены. Еще там были у Тэхёна телефоны на стенах. И давайте я перейду к песне, к лирике и вообще к песне Зайки. Вот это то, как раз почему мне хотелось плакать. Потому что, когда я слушала песню вот полностью целиком, меня просто захватывали моменты. Песня звучала абсолютно по-другому, чем все, что я слышала у BTS раньше. Даже слушая кусочки в тизерах, я не представляла, что это будет так. Там такие моменты, где проигрыш с Чимином мне очень понравилось. Естественно, припевы и все остальное, даже рэп-партии, вот эти вот, они настолько лиричные получились. Это было нечто просто потрясающее, и вот эта вот музыка, и вся эта динамика музыки, и какое-то, знаете, такое состояние обреченности, оно, конечно же, меня захватывало, но больше захлестывало своей опупенностью. Но когда я посмотрела лирику, то с каждым разом, просматривая еще раз клип и наслушивая песню, меня все больше и больше охватывало вот это вот состояние безвыходности. И мне так грустно стало. Я успела пошмыгать носом, я запретила себе плакать, потому что я думала, так, подожди, нужно собраться, тебе сейчас снимать, все, ты сейчас как раскиснешь, как пойдешь в депрессию, лицом в подушку. Общая такая картинка от песни, что вроде как она посвящена девушке, да, но мы, как всегда, ищем что-то там связанное с историей BTS, с армией, со всем остальным. Поэтому тут, конечно, можно догадаться, что речь идет именно о тех образах, которые были созданы и которые полюбились всем, но они не настоящие, и что парни уже перестают узнавать самих себя. И забывают о своих мечтах и о том, кем они хотели быть. То есть вот такая как бы лирика. Но некоторые, если рассматривать эту историю так, некоторые моменты в лирике настолько колючие оказались для меня, как для армии. И песня и мелодия песни, темп песни, экспрессия, с которой они ее подают, она вместе с лирикой просто меня долбила с каждым разом, когда я просматривала заново и заново песню.
Это был, наверное, один из самых впечатляющих, но вместе с тем одним из самых жестких для меня камбэков оказался, я вам честно признаюсь. И давайте не будем плакать и реветь, прекратите мне писать про то, что BTS распадутся, хватит, ребята, я, может быть, сниму об этом отдельное видео, остановитесь, я вас прошу, не надо мне писать ни про армию, ни про то, что BTS распадутся, хватит, все, отдельное видео будет по этому поводу, до этого момента молчок. 사랑이 사랑만으로 완벽하게 내 모든 약점들은 다 숨겨지기에 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어. Я так подозреваю, что уже вышел альбом, да, я его еще не слушала, поэтому до этого мы еще момента с вами дойдем, добредем. Все, давайте, все, закругляюсь. Вот с этого момента все закругляюсь, поэтому, ребятки, саран-саран, с вами была Ариран. Я всех целую, люблю. Пока-пока.